Китай прямо сейчас строит вещи, которые инженеры других стран считают физически невозможными. Мост, висящий над облаками на высоте 500 метров. Город, возведенный с нуля за 3 года посреди пустыни. Тоннель, пробитый сквозь горный хребет, где раньше не было даже дорог. И это не будущее. Это происходит прямо сейчас. В 2021 в провинции Хунань открылся лифт, который не укладывается ни в какие привычные представления об архитектуре. Пока весь мир обсуждает, можно ли это построить, Китай уже открывает церемонию. Лифт Байлун – самый высокий наружный лифт в мире. Поднимает людей на 326 метров вертикально вверх по отвесной скале. Не внутри здания, не в шахте, не в горном тоннеле. Прямо по поверхности каменной стены, которая уходит вниз в туманную пропасть. Снаружи видно все. Пустоту под ногами, облака на уровне плеч, вершины соседних скал далеко внизу. Подъем занимает 2 минуты. За это время большинство пассажиров не произносит ни слова. Но это только начало того, что Китай делает с вертикальным пространством. Шанхайская башня высотой 632 метра закручена по спирали на 120 градусов от основания до вершины. В Шанхае стоит башня, которую строители называли невозможной еще на этапе чертежей. Это не декоративное решение. Скручивание снижает ветровую нагрузку на 24%. Без этого расчета башня не простояла бы и первого тайфуна. Внутри 9 отдельных зон, каждая со своим атриумом, садами и системой климат-контроля. Лифты разгоняются до 18 метров в секунду. Это самые быстрые лифты в мире на момент открытия в 2015. Рядом с башней стоит здание, которое архитекторы всего мира изучают до сих пор. Чтобы добраться с первого этажа на 118-й, нужно меньше минуты. Шанхайский всемирный финансовый центр имеет на вершине прямоугольное отверстие шириной 54 метра. Это не украшение и не ошибка проектирования. Отверстие работает как аэродинамический канал, который гасит колебания здания при сильном ветре. Без него небоскреб раскачивался бы на несколько метров в каждую сторону при скорости ветра выше 100 км в час. Смотровая площадка находится прямо в этом проеме. Стеклянный пол на высоте 474 метров над землей, под которым видна вся панорама города. В Пекине Китай построил здание, нарушающее базовое правило строительства – правило симметрии нагрузок. Штаб-квартира телерадиокомпании, известная как штаны CCTV, состоит из 2 башен, которые наклонены друг к другу под углом 6 градусов и соединены горизонтальным блоком на высоте более 160 метров. Этот горизонтальный блок весит 11 тысяч тонн и держится без центральной опоры. Здание пережило несколько землетрясений и продолжает стоять именно потому, что нагрузка в нем распределена через стальную диагональную сетку по всему периметру, а не через центральный каркас. Когда его монтировали, строители работали с точностью до 1 мм. Малейшее отклонение привело бы к разрушению всей конструкции. В Чэнду в 2023-м открылся торгово-развлекательный комплекс, построенный не вверх, а вниз. Новая Сычуань уходит на 6 уровней под землю. И при этом внутри естественный дневной свет. Архитекторы вырыли в центре здания открытый атриум диаметром в несколько десятков метров, через который солнечный свет достигает самого нижнего этажа. На дне атриума парк с живыми деревьями. Над головой у посетителей нижнего уровня небо. Все это строилось не десятилетиями. Шанхайская башня возведена за 7 лет. Комплекс в Чэнду за 4 года. Скорость строительства в Китае такова, что пока другие страны согласовывают проект, здесь уже сносят строительные леса. В феврале 2020-го весь мир наблюдал за тем, как Китай строит больницу в прямом эфире. Больница Хошэньшань в Ухане была возведена за 10 дней. Не отремонтирована, не переоборудована из существующего здания. Построена с нуля на пустом участке земли. 1600 мест, операционные, реанимация, системы вентиляции с отрицательным давлением, отдельные контуры для персонала и пациентов. На 11-й день туда поступили первые больные. Весь мир смотрел на этот участок через веб-камеры и не верил тому, что видит. Но Ухань — это не исключение. Это стандарт. В 90-х годах на берегу реки Чжуцзян в провинции Гуандун не было ничего, кроме рыбацких деревень и болотистых низин. Сегодня там стоит Шэньчжэнь, город с населением 17 миллионов человек, один из крупнейших технологических центров планеты. Весь город построен примерно за 30 лет. Шэньчжэнь стал моделью, которую Китай начал тиражировать по всей стране. Города-спутники, новые районы, целые административные центры возникают там, где еще недавно были поля. Для сравнения, Лондону понадобилось 2000 лет, чтобы достичь аналогичных масштабов. Сюнань, новый район в провинции Хэбэй, заложен в 2017-м по личному указу руководства страны. Площадь 2000 квадратных километров, запланированное население 2,5 миллиона человек. Срок реализации первой фазы до 2035-го.
Уже сейчас там проложены дороги, построены административные здания, запущена высокоскоростная железная дорога до Пекина. Расстояние между городами 100 километров. Поезд преодолевает его за 50 минут. В провинции Гуйчжоу в 2022 открылся город, которого не существовало 15 лет назад. Гуянь — административный центр, построенный посреди горного рельефа, где прокладка дорог требовала сноса скальных пород. Чтобы выровнять площадку под застройку, строители срыли несколько холмов и засыпали несколько ущелий. Объем перемещенного грунта составил сотни миллионов кубических метров. Сегодня в Гуяне работают штаб-квартиры крупнейших технологических компаний страны и находятся серверные центры, обрабатывающие данные половины Китая. Скорость, с которой Китай создает городскую инфраструктуру, объясняется не только финансированием. В стране отработана система префабрикации, заводского производства строительных элементов. Стены, перекрытия, лестничные пролеты изготавливаются на заводе и доставляются на стройплощадку готовыми блоками. На месте их остается только собрать. Именно поэтому больница в Ухане выросла за 10 дней. Ее не строили, ее собирали как конструктор из заранее изготовленных частей. В 2024 в провинции Хунань был сдан жилой комплекс из 57 этажей. Срок строительства — 19 дней. Компания Брадо использовала модульную технологию, при которой каждый этаж монтировался как единый блок. Здание возводилось со скоростью 3 этажа в сутки. После завершения строительства его проверили на сейсмостойкость. Конструкция выдержала имитацию землетрясения магнитудой 9 баллов. Когда смотришь на карту Китая в динамике, со спутниковыми снимками за каждое десятилетие, видно, как на месте пустых пространств появляются световые пятна городов. Не постепенно, не медленно, с рывками, за несколько лет страна буквально перестраивает собственную географию. В провинции Гуйчжоу есть ущелье, через которое раньше не было никакой переправы. Ближайший объезд занимал 4 часа. В 2016-м над этим ущельем открылся мост Бэйпаньцзян. На момент открытия самый высокий мост в мире. Высота над рекой 565 метров. Это выше, чем Останкинская башня. 4 опоры стоят на разных уровнях горного рельефа. Ни одна из них не находится на одной высоте с другой. Чтобы соединить их единым пролетом, инженерам пришлось разработать систему монтажа, которой до этого не существовало. Теперь путь через ущелье занимает 3 минуты. Китай держит большинство мировых рекордов по высотным мостам. Из 10 самых высоких мостов планеты 9 находятся в Китае. Все они построены после 2005-го. Причина такой концентрации рекордов в одной стране проста. 70% территории Китая. Горы и ущелья. Чтобы связать страну дорогами, нужно было научиться строить над пропастями. Мост Цидуэ в провинции Хубэй удерживал звание самого высокого в мире до появления Бэйпаньцзяна. Его центральный пролет 1300 метров в длину. Опоры уходят в склоны гор, скрытые в постоянном тумане. Строители работали в условиях, когда видимость составляла несколько десятков метров, а вертолеты не могли летать из-за нестабильной погоды. Канаты для монтажа несущих тросов перебрасывали через ущелье с помощью ракет. Буквально стреляли направляющим тросом с одного берега на другой. Мост Хунши в провинции Юньнань строился над рекой, которая меняет уровень воды на 40 метров в зависимости от сезона. Фундаменты опор закладывались в период засухи, когда река обнажала скальное дно. Все оборудование поднималось на высоту по временным дорогам, которые сами по себе были инженерным проектом. После завершения строительства временные дороги демонтировали. Они больше не нужны. Отдельная категория — морские мосты. Мост Ханчжоу через Ханчжоуский залив длиной 36 километров строился в условиях одного из самых сложных приливных режимов в мире. Скорость течения в заливе достигает нескольких метров в секунду, а перепад уровня воды между приливом и отливом — до 7 метров. Сваи забивались в грунт на глубину до 80 метров. Для доставки строительных материалов использовался специально построенный временный порт прямо посреди залива. Искусственный остров, существовавший только на время строительства. Пока Китай строит мосты и города быстрее, чем мы успеваем открыть пакет чипсов, вы можете успеть сделать что-то не менее крутое. Загляните на наш сайт playprofish.com, где собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. А по ссылке в описании вас ждет бонус — 500 токенов. Но самый масштабный морской мост в истории — это переправа Сянган-Чухай-Аомэй. Общая длина — 55 километров. Мост соединяет 3 города и проходит над судоходным фарватером, где ежедневно проходят тысячи судов. Чтобы не перекрывать движение кораблей, в середине трассы мост уходит под воду. 6-километровый тоннель, построенный из заранее изготовленных секций, опущенных на дно и состыкованных под водой с точностью до нескольких сантиметров. На поверхность трасса выходит через 2 искусственных острова, насыпанных в открытом море специально для этого проекта. Строительство заняло 9 лет и завершилось в 2018. До открытия моста путь между Синганом и Чжухаем занимал 4 часа на пароме. Теперь 30 минут на автомобиле. Инженеры, работавшие на этих объектах, говорят одно и то же. Задачи, которые они решали в Китае, не имели готовых решений. Каждый из этих мостов потребовал разработки новых технологий, новых материалов, новых методов монтажа. И каждый из них теперь стоит. В 2014-м спутниковые снимки Южно-Китайского моря начали фиксировать нечто странное.
На месте небольших рифов и отмелей, которые при высокой воде полностью скрывались под поверхностью, начали появляться острова. Неприродные, рукотворные. За 18 месяцев Китай намыл из морского дна более 2000 гектаров суши. Для сравнения, это площадь примерно 3000 футбольных полей, созданных там, где раньше была только вода глубиной от 10 до 30 метров. Технология намыва проста по принципу, но чудовищна по масштабу. Земснаряды засасывают со дна песок и кораллового грунта, перекачивают его по трубам на нужное место и постепенно формируют сушу. Проблема в том, что намытый песок нестабилен, он расползается и оседает. Чтобы острова держали форму и выдерживали вес зданий, китайские инженеры разработали метод уплотнения грунта с помощью вибрационных свай, которые вбиваются на глубину до 20 метров и создают несущий слой из спрессованного материала. На острове Фиери Кросс-Риф, который до 2014-го представлял собой едва выступающий из воды коралловый гребень длиной несколько сотен метров, сегодня стоит взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров, достаточная для посадки любого военного самолета. Рядом-то портовые сооружения, ангары, радарные установки и жилые постройки. Весь этот комплекс построен на грунте, которого не существовало 10 лет назад. Но военные острова не единственное, что Китай создает из воды. В дельте реки Чжуцзян расположен Наньша, новый район Гуанчжоу, значительная часть которого построена на намытых территориях. Здесь возведены жилые кварталы, деловые центры, университетский кампус и система каналов, которая одновременно служит транспортной артерией и элементом защиты от наводнений. Грунт под зданиями укреплен на глубину, достаточную для строительства небоскребов. В провинции Фуцзянь реализуется проект, который местные называют превращением моря в поля. Бухта Сясямэнь перегорожена дамбой длиной около 20 километров. За дамбой море постепенно осушается, вода откачивается, грунт укрепляется, и на месте морского дна появляется суша. Площадь создаваемой территории – это несколько десятков квадратных километров. На этой земле планируется построить новый жилой район для нескольких сотен тысяч человек. Самый масштабный проект такого рода – намыв территории в районе Линган вблизи Шанхая. Здесь за несколько десятилетий создано более 100 квадратных километров новой суши. На этой территории построен автомобильный завод, логистические центры, жилые кварталы и собственная система дорог. Весь район стоит на грунте, который был морским дном еще в 80-х годах прошлого века. Нидерланды столетиями отвоевывали землю у моря и считались мировыми лидерами в этой области. Китай превзошел их суммарный результат за последние 20 лет, примерно за 5 лет активного намыва. Скорость создания новой суши в Китае сегодня не имеет аналогов в истории человечества. И каждый год эта цифра растет. На заводе компании Foxconn в Шэньчжэне в 2015-м уволили 60 тысяч человек за один квартал. Не из-за банкротства, не из-за кризиса, из-за роботов. На их место встали автоматизированные линии, которые делали ту же работу быстрее, точнее и круглосуточно, без перерыва. Производительность завода после замены людей машинами выросла на 250%. Количество брака снизилось до доли процента. Это был не единичный случай. Это было начало. Китай сегодня крупнейший в мире покупатель промышленных роботов. В 2023-м страна установила более 300 тысяч новых роботизированных систем на производствах. Больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Плотность роботизации в китайской промышленности за 10 лет выросла в 8 раз. В городе Дунгуань в провинции Гуандун работает завод по производству мобильных телефонов, где из 160 рабочих мест осталось 60. Остальное делают машины. Освещение на производственных линиях практически выключено. Роботам оно не нужно. Рабочие называют такие предприятия темными заводами. В 2024 в Китае насчитывалось уже несколько сотен подобных производств, работающих в темноте без единого человека на линии. Строительная отрасль автоматизируется с той же скоростью. Китайская компания Ботянь разработала робота-каменщика, который укладывает кирпичи со скоростью 1000 штук в час. Человек-каменщик за рабочий день укладывает от 300 до 500 кирпичей. Робот не устает, не делает перерывов и выдерживает точность укладки до 1 мм. На стройплощадках Шанхая и Пекина роботизированные сварочные комплексы собирают стальные каркасы зданий. Операции, которые раньше требовали бригады из 20 человек, теперь выполняет одна машина под наблюдением 2 операторов. В порту Циндао полностью автоматизированный терминал работает без докеров с 2017. Автоматические краны разгружают контейнеровозы. Беспилотные тележки развозят контейнеры по территории, роботизированные штабелеукладчики формируют стопки высотой до 7 ярдов. Пропускная способность терминала — 4 миллиона контейнеров в год. Количество постоянного персонала на всем терминале — 9 человек. Они сидят в диспетчерской и следят за мониторами. Шанхайский порт Яншань, крупнейший контейнерный порт в мире по объему грузооборота, в 2017-м открыл 4-ю очередь, полностью автоматизирован. 70 автоматических кранов, Бай-50 беспилотных транспортных платформ, единая система управления на основе искусственного интеллекта. Терминал работает в любую погоду, ночью и днем, без выходных. Производительность на единицу площади в 3 раза выше, чем у обычного порта с живыми докерами. Китайские строительные компании начали использовать трехмерную печать для возведения жилых домов. В 2023-м в провинции Хэнань был
напечатан двухэтажный жилой дом площадью 200 квадратных метров. Принтер высотой с двухэтажное здание двигался по рельсам вокруг периметра и послойно наносил специальную бетонную смесь. Стены, несущие конструкции, встроенные каналы для коммуникаций — все формировалось за один непрерывный процесс. Срок печати корпуса здания — 45 часов. Стоимость вдвое ниже традиционного строительства. Люди, которых вытеснили роботы с заводов, не исчезли. Часть из них переучилась на операторов и техников обслуживания. Но большинство переместилось в сектор услуг, и там их тоже начинают заменять машины. В китайских ресторанах роботы разносят блюда, в больницах автоматические системы доставляют медикаменты по этажам. На складах дроны проводят инвентаризацию. Китай автоматизирует не отдельные отрасли. Он перестраивает всю экономику одновременно. В 2004 в Шанхае открылась первая в мире коммерческая линия поезда на магнитной подушке. Поезд разгоняется до 431 км в час и покрывает 30 км от аэропорта Пудун до станции Лунъян за 7 минут. Никаких колес, никакого контакта с рельсами, состав буквально летит над путем, удерживаемый магнитным полем. Пассажиры внутри не слышат стука колес, потому что колес нет. Есть только легкое покачивание и цифры на табло скорости, которые большинство людей поначалу принимают за ошибку. Но это был только разогрев. Китайская сеть высокоскоростных железных дорог сегодня длиннее, чем все высокоскоростные сети остального мира вместе взятые. 45 тысяч километров путей, по которым поезда идут со скоростью от 250 до 350 километров в час. Первая линия Бокаса между Пекином и Тяньцзинем открылась в 2008. За 16 лет сеть разрослась до масштабов, на достижение которых Европе потребовалось бы несколько десятилетий. Линия Пекин-Шанхай длиной 1318 километров была построена за 3 года. Для сравнения, высокоскоростная линия между Лондоном и Бирмингемом длиной 220 километров строится уже больше 10 лет и до сих пор не завершена. На китайской линии поезд преодолевает расстояние между двумя крупнейшими городами страны за 4 часа 30 минут. До открытия линии самолет летел 2 часа, но с учетом дороги до аэропорта, регистрации и получения багажа, поезд оказался быстрее от двери до двери. Точность расписания китайских высокоскоростных поездов — 97% прибытий без опозданий. Среднее опоздание при его наличии — менее 4 минут. Эти цифры лучше, чем у авиации. Следующий шаг Китай уже тестирует. Поезд на Маглев нового поколения, разработанный в университете Тунцзи на испытательном треке, разогнался до 600 км в час. Это быстрее большинства коммерческих самолетов на крейсерской высоте. При такой скорости расстояние от Пекина до Шанхая можно преодолеть примерно за 2 часа 15 минут. Коммерческий запуск линии запланирован на период после 2030-го. Параллельно Китай строит вакуумные трубопроводные системы, так называемые гиперпетля по китайской версии. Исследовательский институт в Чэнду в 2023 провел испытания капсулы в трубе с пониженным давлением. На отрезке длиной 2 километра капсула разогналась до 1000 км в час. В вакуумной трубе сопротивление воздуха практически отсутствует, поэтому теоретический предел скорости ограничен только магнитной системой ускорения. Расчетная скорость коммерческой системы от 2 до 4 тысяч км в час. При такой скорости Пекин, Тиши и Шанхай окажутся в 20 минутах друг от друга. Городской транспорт автоматизируется с той же скоростью. В Ухане, Гуанчжоу и Пекине работают линии метро без машиниста. Поезда управляются централизованной системой, которая контролирует интервалы, скорость и открытие дверей точнее, чем человек. Интервал между поездами в час пик — 90 секунд. Ни один машинист не способен выдержать такой ритм с нужной точностью на протяжении 8-часовой смены. В Шэньчжэне с 2022 работает первый в Китае полностью беспилотный автобусный маршрут на общественных дорогах. Автобусы без водителя перевозят пассажиров по фиксированному маршруту в обычном городском трафике. Система использует лидары, камеры и постоянное соединение с городской транспортной сетью. За 2 года работы не зафиксировано ни одного серьезного инцидента. Китай не просто строит быстрые поезда, он переписывает само представление о том, что такое расстояние. За каждым из этих чудес стоит цифра, о которой не говорят на церемониях открытия. Три горные деревни провинции Хубэй исчезли с карты за 1 неделю в 2009-м. Их снесли бульдозерами, чтобы проложить трассу высокоскоростной железной дороги. Жители получили уведомления за 30 дней. Некоторые семьи жили на этих местах больше 200 лет. Строительство плотины «Три ущелья» потребовало переселения 1 миллиона 200 тысяч человек. Целые города ушли под воду. Вместе с храмами, кладбищами, полями и домами, которым было по несколько сотен лет. Государство выплатило компенсации. Многие переселенные до сих пор живут во временных поселках, построенных еще в начале 2000-х.
Шэньчжэнь — город, который Китай показывает как символ экономического чуда, вырос на труде внутренних мигрантов, не имевших права на городскую пропитку. В 90-х годах и 2000-х миллионы людей из сельских провинций приезжали на стройки и заводы, работали за минимальную плату, жили в общежитиях по 12 человек в комнате и не имели доступа к городским больницам и школам для своих детей. Система прописки Хукоу делала их юридически невидимыми в городе, который они строили своими руками. Намыв островов в Южно-Китайском море уничтожил коралловые рифы площадью более 160 квадратных километров. Рифы, которые формировались тысячи лет, были разрушены земснарядами за месяц. Морские биологи зафиксировали полное исчезновение экосистем в зонах намыва. Рыболовецкие общины соседних стран потеряли традиционные места промысла. Скорость строительства имеет прямую цену в человеческих жизнях. Официальная статистика несчастных случаев на китайских стройках остается закрытой, но по данным независимых исследователей, смертность в строительной отрасли Китая в пересчете на количество занятых в несколько раз выше, чем в странах Западной Европы. Давление сроков, ночные смены, экономия на защитном оборудовании, да, все это часть системы, которая позволяет возводить здания за дни. В 2009 в Шанхае за одну ночь обрушился 13-этажный жилой дом, еще не введенный в эксплуатацию. Расследование показало, строители использовали грунт от рытья котлована соседнего здания как насыпь под фундамент, вместо того, чтобы вывести его. Под весом здания насыпь просела неравномерно. Погиб один рабочий, тот, кто находился внутри в момент обрушения. Здание упало целиком, как срубленное дерево, сохранив форму. Фундамент вышел из грунта вертикально. Города-призраки стали отдельным феноменом китайского строительного бума. Ордос во внутренней Монголии строился как современный мегаполис на 1 миллион жителей. Были возведены жилые кварталы, торговые центры, административные здания, широкие проспекты. Люди не приехали. 10 лет район Канбаши стоял почти пустым. Готовая городская инфраструктура без жителей. Эксперты насчитали в Китае десятки подобных недозаселенных городов, построенных в расчете на миграцию, которая не случилась в нужном объеме. Долговая нагрузка китайских застройщиков достигла критических значений. Компания Evergrande, да, то есть один из крупнейших девелоперов страны, да, в 2021 объявила о долге в $300 миллиардов. Сотни тысяч покупателей заплатили за квартиры в домах, которые так и не были достроены. Стройки остановились. Люди вышли на улицу. Государство вмешалось и взяло достройку объектов под контроль, но часть домов до сих пор не сдана. Китай строит невозможное, и цена этого невозможного тоже невозможная. В 2022 американские инженеры из Массачусетского технологического института опубликовали доклад, в котором признали, Китай достиг технологического паритета с США в строительной отрасли, а в ряде направлений – мостостроении, тоннелестроении и высокоскоростном транспорте – превзошел. Это был первый официальный документ подобного рода от американского научного учреждения. Его не показывали в новостях, он прошел тихо. Западные страны смотрят на китайское строительство с сочетанием восхищения и растерянности. Восхищение понятно, масштабы и скорость не укладываются в привычные категории. Растерянность объясняется простым вопросом, на который никто не может дать четкого ответа. Как они это делают? Частичный ответ. В системе принятия решений. Когда Китай решает построить высокоскоростную линию между двумя городами, от решения до начала строительства проходит в среднем 2 года. В Германии аналогичный процесс согласований, экологических экспертиз и публичных слушаний занимает от 10 до 15 лет. Берлинский аэропорт строился 14 лет и открылся с опозданием на 9 лет. За это время Китай построил сеть высокоскоростных дорог длиной в половину земного экватора. Второй ответ – в масштабе строительной индустрии. Китай производит больше цемента, чем все остальные страны мира вместе взятые. Ежегодный объем – около 2 миллиардов тонн. Страна производит больше стали, чем следующие 10 стран в списке. Эти ресурсы не нужно закупать, не нужно ждать поставок. Они есть внутри страны в любом количестве. Третий ответ. В людях. Несмотря на роботизацию, строительная отрасль Китая задействует около 50 миллионов человек. Это больше, чем все население Испании. Когда нужно построить больницу за 10 дней, на площадку одновременно выходят 7 тысяч рабочих и работают в 3 смены без остановки. Но есть и то, чего деньги, цемент и рабочие руки не объясняют. В Китае за последние 20 лет выросло целое поколение инженеров, которые с самого начала карьеры решали задачи, не имеющие готовых решений. Мост над 500-метровым ущельем, тоннель под судоходным проливом, город на месте болота. Эти люди не учились по чужим учебникам, они писали собственные. Сегодня китайские инженерные стандарты в области высокоскоростного транспорта и мостостроения принимаются как международные эталоны. В начале этого рассказа был вопрос, как страна строит вещи, которые другие считают физически невозможными. Ответ не в одном факте. Это система, в которой скорость принятия решений умножается на объем ресурсов, умножается на количество людей, умножается на накопленный инженерный опыт. Каждый множитель сам по себе значителен. Все вместе они дают результат, который мир наблюдает молча. Последний факт, который стоит запомнить.
В 2025-м Китай завершает строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции в провинции Цинхай, на высокогорном плато на высоте 3000 метров над уровнем моря, где температура зимой опускается до минус 30 градусов. Мощность станции 15 гигаватт. Для сравнения, это больше, чем суммарная мощность всех атомных электростанций Великобритании. Строительство в таких условиях считалось нецелесообразным еще 10 лет назад. Китай построил ее за 4 года и уже закладывает следующую, вдвое большего размера.